Привет, народ! Сегодня с вами снова Евгений из канала Бариатрия от А до Я, и мы с вами будем, как всегда, говорить о бариатрических операциях. Я уже 10 лет тому назад как сделал резекцию желудка. Какой 10 лет? Уже 11? Да, уже 11 лет, не 10, 11 лет тому назад сделал резекцию желудка, и хотел бы вам поделиться информацией, доволен я или недоволен, хорошо было или нехорошо. Забегу вперед, скажу, что мне таки да, пришлось переделывать эту операцию потом в шунт, где-то уже года 3-4 тому назад. Я об этом буду вам рассказывать, поэтому, если вам это интересно, я бы советовал вам посмотреть данное видео до конца, потому что в этом, как и в остальных других видео, у меня есть очень-очень много чем поделиться. Я рассказываю, буду рассказывать, какие витамины я принимаю, и все это, естественно, по разрешению израильских диетологов-бариатриков. В Израиле немножко это разделено, то есть бариатриков обычный диетолог не имеет права принимать, ему просто запрещено. А уже специальные бариатрические диетологи, те, кто принимают, те, кто знают, те, кто реально могут помочь, а не просто диетолог. То есть у меня был случай, я пришел к диетологу обычному, забыл, что мне нужен бариатрический диетолог, заказал очередь, пришел, девочка мне говорит: ой, слушай, я не могу тебя принять. Я говорю: почему? Ты же сделал бариатрическую операцию. Я говорю: ну да. Не-не-не, прости, я очень хочу, но я просто не хочу тебе навредить, поэтому закажи очередь к бариатрическому. Ну, как-то так. Рад ли я, доволен ли я, все ли хорошо, я об этом буду рассказывать немножко позже, поэтому еще раз призываю досмотреть это видео, ну, если даже не до конца, то хотя бы до середины, потому что, ребят, я делюсь всегда какой-то интересной, разной и полезной информацией. Для начала давайте спросим меня, я бы хотел себя спросить, зачем вообще я делаю эту операцию, с какого черта, то есть я тем более мужчина, да, ну, зачем я сделал эту операцию? Все, в принципе, очень просто. Я, когда помню себя, да, я всегда был полный. Мне это мешало. Появилась жена, несмотря на мой вес лишний, потому что жена красавица. И у меня родилась моя первая дочь. И тут я, понял, я осознал такую хрень. Как же я с ней буду играться? Как я буду с ней по ступенькам смогу ходить? Как я смогу ее на шее носить? А вес у меня, на секундочку, был под 180 килограмм. То есть мой максимальный вес, если я не ошибаюсь, это было 186, но я обычно округляю, поэтому, чтобы было проще. Да, я, кстати, у себя на своем канале видео рассказываю все-таки, как же нам, бариатрикам, как бы, да, себя вести и что делать, чтобы не вернуться к этому весу. Я рассказывал уже не раз, что, как и почему. Ну, в этом видео буду конкретно говорить, да, вот о моем опыте. Так вот, зачем я сделал эту операцию, что меня побудило? Так вот ребенок, да, то есть как с ней играться, что делать, как быть? И тут я понял, что я уже до этого перепробовал всякие диеты, но тогда, на то время, еще я не знал о кето-диете. Да, с моей точки зрения, это самая действенная штука, самая убойная, то есть она работает. Я на данном этапе на кето-диете, но, пожалуйста, то, что я вам говорю, весь мой опыт, он основан на моем опыте. Я не медик, я не имею права давать медицинские советы, поэтому давайте, если вы хотите делать или повторять то, что я советую, то обратитесь к врачу и получите разрешение у него, а я просто буду делиться своими опытами. Даже если в видео где-то у меня проскакивает, вы должны, попробуйте так, это не призыв к действию, это конкретно, то есть желание мое сделать вам хорошо, но сделайте мне, пожалуйста, одолжение, поговорите об этом со своим лечащим врачом, можно ли вам принимать те или иные витамины, делать те или иные действия, которые делаю я, потому что то, что подходит мне не всегда, может быть, подойдет к вам. Так вот, ребенок появился, да, как же с ней гулять, как же с ней играться, а тут такая махина, такой кусок сала, да, реально такая хрень, я руки не мог сложить по швам, у меня не было шеи, дружка, извините, я не видел, то есть заплыл просто капитально. Свинюка самая большая, которую я видел, была по сравнению со мной дюймовочка. То есть это был какой-то кошмар. Сегодня, сколько я вешу сегодня? На данном этапе сказал, что я на кето-диете, но уже прошло 11 лет и примерно парочку лет после того, как я сделал шунт. Значит так, мой максимальный вес, я говорил, был 186, ну давайте скажем 180. Мой минимальный вес составлял примерно 93 килограмма, на который я спустился. Со временем, как мы знаем по статистике, еще раз, это статистика по Израилю, но я, скорее всего, думаю, что она, по крайней мере, очень близко к тому же, как во всем мире.
Как правило, если вы берете ваши 100% сброса максимально, да, то по статистике примерно 30% из этого вы вернете обратно. То есть, если у вас был вес 200 килограмм, вы спустились на 100, то где-то примерно вы будете потом после операции, примерно по статистике, 130 килограмм. Этого бояться не надо ни в коем случае, надо просто понять. И дальше забегу вперед и скажу. Многие говорят, вот я пойду делать вторую бариатрическую операцию, потому что вот первая не работает. Ребята, солнышки мои, любимые мои, вторая операция работать не будет. Поверьте мне, на слово. Я до этого дойду, если захотите, я могу рассказать. То есть давайте сделаем так. Это пусть будет тема для следующего видео, при условии, что будут комментарии, где вы хотите это, чтобы я на это ответил. Почему вторая бариатрическая операция не будет у вас работать. Все почему. Я в один из прошлых роликов рассказывал про людей пищевых наркоманов, тем, которые мы являемся. Да? Ну, давайте опустим. Давайте с вами поговорим дальше о проблемах после операции и побочек. Как вы знаете, я обладаю 2 бариатрическими операциями. Первая – это резекция, вторая – это шунтирование. И надо про это не забывать. Значит, давайте сделаем просто для сравнения 2 операции, да, скажем, то же самое отходняк после операции. Да. После слива, после резекции мне было тяжко. И несколько хороших дней, ну, реально было хреновенько, и слабость, и прочее. Ну, когда я сделал шунтирование, допустим, я отошел гораздо быстрее, да, и по моему опыту, да, я стал принимать пищу более или менее нормальную гораздо быстрее, чем после того, как я сделал слив. Но это как бы мое такое сугубо мое личное мнение. Как, еще раз, я хочу повториться, что я на своем канале рассказываю конкретно свое личное мнение, которое произошло по личному моему опыту. Значит, это так. Теперь берем побочки. Побочки это в принципе это не совсем хорошо. Ну, любой бариатрик должен прекрасно понимать, что побочки могут быть. То есть я знаю хреновые побочки, я знал людей, которые умерли после этой операции. Их очень мало, но я их знал. Вы должны это прекрасно понимать, что любая операция как бы это риск. У меня на данном этапе есть хороший знакомый, который сделал данную операцию, и ему, ну, прям ужасно плохо. У него организм перестал усваивать некоторые витамины. Я не помню точно, какие. Если я не ошибаюсь, D12 или железо. Я не хочу просто говорить, но он, то есть, длительный срок ходил как пьяный. То есть, сейчас прошло где-то года 1,5-2 после операции, только сейчас он начинает приходить в себя. И также я был знаком с одним человеком, которому из-за того, что он сделал резекцию желудка, были какие-то проблемы, просто нахрен удалили желудок, и он принимает пищу внутривенно. Это я тоже знаю. То есть побочки разные могут быть. Но основная побочка, про которую я уже рассказывал, у всех, у бариатриков рано или поздно будут камни в желчном пузыре. Просто готовьтесь к этому. Имейте в виду, что если у вас их нет, то после операции они, скорее всего, у вас будут. Мне объясняли, потому что желудок уменьшается, соли и прочее. Еще раз, я не хочу влезать очень глубоко в медицинские термины. Не мое, не хочу и не буду. То есть я поэтому и не считаю калорий, а советую всем своим зрителям и подписчикам питаться. Количество еды у вас не должно быть больше, чем одноразовый стаканчик для воды. Да, вот, ну, обычный стаканчик классический, одноразовый, прозрачный. Вот это должно быть количество вашей пайки. То есть и кушать, естественно, каждые 3 часа, тогда у вас никаких проблем, с моей точки зрения, не будет. Дальше. Какие же у меня конкретно были побочки после слива? Тут надо как бы сделать немножко небольшое разделение. Побочки после слива и побочки после шунта. Побочки после слива. Значит, что произошло у меня? Я, особенно в начале, был, ну, прям очень слабый, очень вялый, и хреново было, особенно поначалу, да, ну, где-то через недели, так 3, я практически получил новую жизнь, да, и мне стало гораздо легче, и вес стал быстрее уходить, и все было классно. Но что произошло у меня, как у большинства тех, кто делает слив, это происходит, началось потихонечку изжога. Вот, но я пошел к семейному врачу своему, мне дали давать таблеточки, со временем как бы это стало еще хуже, то есть я не могу сказать, что у меня была изжога после какого-то данного конкретного продукта, нет, совсем нет, это могло произойти у меня буквально от стакана воды, то есть не знаю, что-нибудь, но что меня добило, в конце концов, через уже много лет, примерно, ну, скажем так, до второй операции, примерно так за год, меня начала изжога мучать так, что просто пипец, не помогало вообще ничего, пока мне не показали таблетку Nexium, повторюсь. Вначале мне давали дозу в 20,
потом давали в 40. А причем, кстати, в чем плюс этой таблетки, чем другие, которые вам дают после операции, в том, что вы можете кушать и во время еды эту таблетку принимать. Другие таблетки, как я знаю, если вы принимаете, то вы обязаны не кушать, потому что она работать не будет. Эта таблетка Nexium, можете спросить у своих врачей, пусть вам ее пропишут, если надо. Эта хрень, ну, то есть помогает, ну, это, грубо говоря, как стрелять из базуки по мухе. То есть, ну, сразу сходу и очень легко, и очень действенно, самое главное. Вот, и тут я уже понимаю, что уже из 40 мне как бы начинает слабовато помогать, и тут я начинаю бить тревогой, начинаю себя проверять, хожу по разным врачам, и да, и вес, который я тогда был, у меня вес примерно составлял, я не помню точную цифру, но это было что-то от 108 до 115 килограмм, разброс такой, да, меня швыряло прям, ну, очень конкретно. Обычно у бариатриков вес, особенно после резекции желудка, да неважно, в принципе, любая операция, он колеблется примерно плюс-минус 2-3 килограмма, у меня это было где-то с десяток килограмм, то есть это для меня было в норме. Вот, ну, таких бы особых проблем у меня и не было, но когда, в конце концов, я дошел до проверок и дошел до сути и понял, что у меня на желудке громаднейшая грыжа, кстати, отвечу на вопрос, растянул ли я свой желудок. Так вот, я почти его не растянул, мне делали проверки, я видел в 3D модели свой желудок, он реально был нормальный, просто сверху просто громаднейшая грыжа получилась, прям, ну, очень большая, очень страшная, поэтому у меня практически сделали, ну, можно так сказать, почти срочную операцию. Вот, потому что учинить эту грыжу было гораздо труднее, проще было сделать повторную бариатрическую операцию, и этим решили все проблемы. Дальше побочки. После шунтирования это была жесть, ребята, это жесть в начале. Ну, для начала, после второй операции, когда мы сделали вторую операцию, значит, ну, отошел я очень быстро от нее, буквально через 3 дня я уже ходил и хорошо ходил, то есть в первый день где-то через 8 часов, 6-8 часов после операции я встал, я просто прекрасно помню свой отходняк после первой операции, я не мог встать очень долго, кружилась голова, было ужасно. Тут я встал со второй попытки, то есть вначале я сел, потом я встал и начал ходить, то есть на следующий день, когда врач мой, тот, кто делал операцию, делал профессор, начальник отделения, он увидел, что я хожу по больнице, в одной руке у меня палка, где висит инфузия, ну, жидкость внутри вены, во второй руке стакан воды, я хожу и говорю ему: о, доброе утро, лыхаем, типа, ваше здоровье, он смотрит на меня: что ты тут делаешь? Я говорю: что, ты сказал мне быть в отделении? Такой: иди домой. Я говорю: не, я хочу еще денек. Говорит: ну да, ну тебе полагается, что-то как-то. Я говорю: ну все как бы круто, все окей. На дренаж посмотрел, он чуть-чуть еще кровил. Говорит: ну смотри, он перестанет кровить, пойдешь домой. То есть и вижу, что у тебя все хорошо, как чувствуешь, ну спросил, проверил все данные, там проверки крови, все супер. Что у меня было, значит, после этого я пришел домой, и все, и тут я заметил такую вещь. Пью, допустим, со временем, да, у меня появилась рвота. Рву, не знаю, что-то съел, то не то рву. Причем я не говорю, что я ел большое количество, маленькое количество. Вот, я рвал примерно полгода после операции. То есть не постоянно, то есть я не мог сказать, какой-то определенной еды я иду рвать. Что у меня было, я даже пошел как-то с другом в кафешку, я попросил кофе, где густая пена сверху. Вот сделали, как обычно, я пью, я взял пару глотков, и я понял, что не, я не смогу, мне надо пойти и сделать, вот, поговорить с белым братом. Вот, ну, такое тоже было, но через полгода все прошло. Кстати, самое главное, перед первой операцией у меня был уже диабет начальной стадии. В Израиле диабет считается все, что выше, чем 100-120 единиц. У нас это так. Я знаю, что в России, если я не ошибаюсь, это что-то 6-7, я не помню точно. Вот, но у нас это, скажем, 100, это уже первая граница, скажем так, перед диабетом, то есть 120 и выше, это считается уже, в принципе, диабет. У меня уже было где-то 130, 140, то есть первая стадия диабета, но после операции, первой резекции, буквально через месяц у меня, бум, все просто прошло, то есть и сахар, он стал 75-80, это как у космонавта. Вот. Теперь давайте реально сейчас доберемся до побочек, которые вот у меня были именно после шунтирования. Первое, что вы должны знать, еще раз, это личное было у меня, не говорю, что это может быть у вас, но просто знайте, что это очень может быть с большой вероятностью. У меня появилась проблема с зубами. Вот, у меня выпало 2 зуба,
Я еще их не делал принципиально, потому что я жду, пока организм выстроится. В принципе, он выстроился, уже встал на место, но я еще пока не делаю, я жду. Надо будет ставить, это не вопрос. Кроме зубов, естественно, проблемы с ногтями. Ногти у меня стали гораздо слабее. Вот. А самое ужасное, особенно для девочек это ужасно, то есть это волосы. Волосы это прям трагедия. Волосы в начале, особенно в первый. Еще раз, у меня все эти вот проблемы, которые я с вами говорю, это первые полгода. После полгода легче. Волосы могут выпадать просто в громадном количестве. Дальше, какая у меня проблема есть? Она есть, я не хотел сказать по сей день, но иногда бывает, это проблемы со стулом. Но я уже привык, я знаю, как это бывает. Его просто нет, ты не хочешь. Иногда 2, иногда 3 дня. Кстати, я заметил, что еще тоже у многих друзей есть, что у нас такие, мы это прозвали днем срачки. Срачки, да. Что бывает, что у нас происходит, мы, не знаю, 2-3 дня бывает, не ходим в туалет, а потом ни с того ни с сего в один прекрасный день, ну, допустим, за утро можно сходить 3-4 раза в туалет, и все как бы нормально, громадно, с правильным, хорошим количеством. То есть все почему? Потому что мы кушаем мало, еда потихоньку заходит, да, забивается. Вот что мне помогало, к сожалению. И когда вот у меня реально такая проблема бывает, это редко уже очень, практически этого не бывает, но чтобы вот сходить в туалет, иногда вот я чувствую, что там дня 2-3 я не пошел, ну, надо как бы, да, я пользуюсь сигаретой, беру сигарету, иду сразу с сигаретой в туалет, жена моя знает, что если я взял сигарету, иду в туалет, то есть я уже не могу, сажусь на белого брата, закуриваю, и в течение там 20-30 секунд победа, ура, бегаем с флагами и радуемся. Дальше. Что еще? Самое главное, самая проблема именно у шунтов – это демпинг. Я, кстати, умею уже с ним бороться, и дам вам сейчас совет технический полезный, как бороться с демпингом, потому что демпинг – это прямо беда. Беда, но еще раз, не у всех, но у многих. Все это происходит почему? Давайте я объясню небольшое пояснение, что такое демпинг. Когда вы кушаете что-то сладкое, очень сладкое, и особенно вы сделали шунтирование желудка, когда вы кушаете сладкое, сахар не успевает обрабатываться и попадает прямо в кровь. То есть у вас сахар подскакивает до небес. Это может привести к потере сознания. Самый частый, потеря сознания это как бы уже что-то, это редко, у меня этого не было, тьфу-тьфу-тьфу, и надеюсь не будет. Что происходит? Холодный пот, головокружение и прочее. Теперь как избавиться от демпинга, чтобы его не было? Практически, да, и мы знаем, что есть люди, у кого есть болезнь, да, и там не важно, что он кушает, будет у него демпинг, такое тоже есть, но если вы, допустим, знаете, что вы будете вот сейчас кушать, скажем, мороженое, да, почему мороженое? Потому что оно очень сладкое, просто как пример. Как избежать демпинга или как свести демпинг к минимуму, все очень просто, оказывается. На самом деле, мне мой врач-диетолог об этом рассказал буквально месяц тому назад, и я был удивлен. Все очень просто. Вы берете что-нибудь жирненькое, съедаете, то есть, скажем, орешки, там, авокадо или еще что-нибудь, чуть-чуть, перед тем, как вы будете принимать что-то сладкое, и все, демпинга у вас, скорее всего, не будет. И теперь я отвечу на главный вопрос. Вот я вам рассказывал про побочки, про всякие такие вещи. Доволен ли я операцией? Жалею ли я, что сделал бариатрические операции, а тем более 2? Положа руку на сердце, скажу, не жалею. Я получил новую жизнь. Я себя чувствую идеально, все у меня в плане здоровья хорошо, все анализы лучше, чем были в детстве, лучше, чем когда я был молодой, мне уже на секундочку 38, ну, еще молодой, но все-таки, то есть, я не хотел бы вам говорить, ребята, идите, делайте эту операцию, это хорошо, но если вы попали в безвыходное положение, что вы чувствуете, что сами вы уже не можете, то однозначно, да, идите, а чтобы вам было легко, спокойно, комфортно, заходите в группу на Телеграме, есть ссылка под каждым видео, абсолютно она есть. Присоединяйтесь к нам, у нас в группе много людей, кто сделали бариатрические операции, или те, кто хотят. Желательно зайти в нее, представиться, кто вы, что вы, и задавайте вопросы, не стесняйтесь. Поверьте мне, стесняться не надо. Никого не надо стесняться. Вы можете представиться, но не сказать свое имя, можете сказать свое прозвище, там, кличку, извиняюсь, или как правильно на русском. У меня русский не очень хороший, извините. Расскажите, кто вы, что вы, какую операцию делали. Мне самое главное, чтобы вам попробовать помочь. Мне надо знать, сколько вам лет, какой у вас пол, и какую вы сделали операцию.
И поверьте мне, у нас в группе много народу, если даже я не могу ответить, то всегда найдется кто-то, кто ответит, а я, повторюсь, я читаю все сообщения, иногда я не успеваю читать, потому что у меня несколько групп, и иногда просто тупо времени нет, потому что я человек занятой, работаю, жена, дети, дом, туда-сюда, поэтому я всегда смотрю сообщения и отвечаю всем тем, кто меня спрашивает. А я желаю вам крепкого и сильного здоровья. С вами был Евгений из канала Бариатрия от А до Я.